Общаться будем? Да, интервью дать. А? Интервью дать, да. Домой звонить будете? Хотелось бы. А что пришли? В смысле? Ну, говорите, дать интервью. Ну, мне пригласили дать интервью вот из нашей команды с маленьких. 3 человека. Вы согласились? Я согласился, да. Не страшно? Да, я не знаю, чего ждать, вы мне скажите. Интервью будет публиковаться, получается, в... Как его? У интернета. В интернет, да? То есть это как-то повлияет вообще на, там, ну, на попадение в списки? Короче, мы про это поговорим во время интервью, если захотите давать. Если не захотите беседовать, то вы на камеру сделаете отказы, все. Ну, откажетесь, и все. Провокационные какие-то вопросы будут там такие, чтобы сложные? Ну, чтобы там... Вы типа какой-то супер... Нет, я просто... Какие провокационные вопросы? Ну, типа там, как бы, какие-то отзывы там о власти и так далее, чтобы там якобы... А какие у вас отзывы о власти? Нет, я нормальный, просто мне интересует момент, что типа это... Так будете говорить, что захотите, мне все равно. Все, я понял, хорошо. Вы захотите, будем говорить, не захотите. Звонить домой будете? Да, после интервью. Во время интервью. А, то есть это будет тоже за это самое? Да. Да, давайте. Номер телефона. Там есть какой-то WhatsApp или что-то? Куришь? Да, можно. Кури. Пока я сейчас спешусь до интервью, покури, чтобы... Угу. Сюда возьму. Бери. Номер телефона. Я другу позвоню хорошему. Хоть давай Путину позвони. Нет. Чего? Да я не знаю номер. У меня есть. Не надо. Чего? Да о чем, ничего с ним разговаривать. Давай тогда Шойгу позвоним. Нет, другу. Давай другу и, короче, Путину. Нет. Давай другу. Что ты боишься президенту самому позвонить? Да, я с ним не знаком. Царю. Ну ничего страшного, ты его подданный скажешь. Привет, Вася, что я здесь забыл? +7. Ты его мопед? Ну, это мотоцикл, да. Мой друг. Такой. Так он уже, наверное, бегает где-то с автоматом. Или валяется 200. Нет. Ты думаешь, Он не воюет, он дома. А что ты думаешь, что он не воюет? Я с ним созванивался не так давно. Как бы он крестный моего сына дома помогает ребенка растить. Крестный твоего сына? Да. Давай ты отправишь ему голосовое сообщение о том, что мы ему будем звонить в течение получаса. Ага. Джексон, здорово, это Димон. Я тебе в течение получаса позвоню. Будь на связи, пожалуйста. Джексон? Майкл Джексон? Нет, просто, Женя его зовут. Я его Джексон называю. Как война? Война. Ну, плохо, война это плохо. Что пришел делать плохо? На самом деле, я очень жалею, что я пришел сюда. Я не знал, что здесь происходит. Нам обещали одного, сказали одно. А когда вопрос сюда, все здесь было по-другому уже. И как бы... Как бы по-другому. Покурил? Нет. Ты же не Вагнер? На ты можно? Да, конечно. Нет, не Вагнер, я от Минобороны. Как вы назывались там? Шторм Z. Шторм Z. Да. Этот самый только вопрос, когда буду звонить другу, я же могу сказать, что я в плену нахожусь и так далее, все, да? Ну, А как вы думаете? я думаю, да. Я на всякий случай спрашиваю. Конечно. Ну все, чтобы он успокоился. Вы не можете говорить две вещи. Где вы находитесь и с кем вы находитесь в плену. Все. Ну я этого и не знаю. Отлично. Я понял. Вы в плену и в плену у нацистов. Нет, не нацисты. Как нет? Вы пришли Нет. убивать нацистов. Это пропаганда так говорит нам. Обманула пропаганда, что ли? Ни хрена себе. Разве такое может быть? Вы нормальные люди и как бы нормально к нам относитесь, сохранили жизнь. Поэтому я очень... Я что, нормальный человек? Да. Меня обзывают нацистом, бандеровцем. Это не так.
повесить. Нанотехнологии. Отлично. Видел, до чего дошли? Да, да, да. Готовы? Да, К чему? к интервью. Точно готовы? Да, готов. 7 плюс 7. 14. Корень из 125. Не знаю. Ладно. С математикой тяжеловато мне. С чем не тяжеловато? С высшей математикой. 144 статья вашего кодекса. 144, не знаю. 3 статья Конституции. Не знаю. 7 строчка вашего гимна. Не знаю. Давай гимн. Россия, великая наша. Ладно, не надо, потому что у меня сейчас плохо будет. Я не знаю. Хорошо, что ты не знаешь, потому что мне сейчас плохо будет. Великая ваша. Ну, кровь из глаз потечет из ушей, оно же не Я надо. понял, не надо. Не надо. Вы попросили, а я... Да я проверял. Вы можете представиться? Да. Меня зовут Егоров Дмитрий Станиславович. 28 февраля 1987 года рождения. В городе? Ленинград. Родился в городе Ленинград. Ленинград. Как до этого Ленинград назывался? Да, тогда назывался Ленинград, в паспорте так написано. А до Ленинграда как назывался? Санкт-Петербург. А сейчас как называется? Санкт-Петербург. А до Ленинграда? Петербург. О. Петербург. История. Мы с военнопленными. Почему мы знаем про вас больше, чем вы про себя? Потому что вы были вместе в Союзе. Еще раз. Мы знаем о вас больше, чем вы о самом себе. Ну, о своей стране. Потому что, знаете... Фиг его знает, да? Не могу ответить. Сам не могу ответить. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы? Да. А зачем вам это надо? Ну, хочу, чтобы... Да говорите как есть. Заставили меня пойти. Нет, добровольно предложили. Вот, предложили отказ, предложили дать интервью, я согласился. Почему бы нет? Так а зачем? Ну, какой мотив для того, чтобы пообщаться с нами? Мне для себя интересно, в первую очередь. Ну, хочу пообщаться. И чтобы люди знали про меня, чтобы... О, правильно. Вы хотите, чтобы про вас знали, что вы живой. Что я живой, да. Так надо и говорить. Хочу, чтобы люди знали о том, что военнопленным дают жизнь, что нет никаких там издевок и так далее, что все нормально, все. Вас кто-то попросил это говорить? Нет. Я просто... Вы просто говорите то, что нужно мне, а не то, что хотят? Нет. Я хочу сказать то, что как бы мне пообещали жизнь. Сдержали слово, все нормально. Когда брали в плен? Когда брали в плен. Вы расскажете это, мы дойдем до этого. Конечно. Давайте тогда еще такой вопрос. С учетом того, что вы заключенный, да? Да. По какой статье вы сидели? 228 часть 5. О. Это наркотики. Это я понял, 10 дали. 6. А что 6 по 5 части? Ну, так дали 6. Первоход? Сознанка, первоход, да. То есть, угу. 6 лет, сколько было? Полкилограмма. Таблеток? Химии. Ты вез куда-то? Да, я вез. Перевозчик. Не довез, я так понимаю. Не довез. Контрольная закупка, да? Нет, разрабатывали, следили. Вот. И в один прекрасный момент остановили. Вот так вот. Угу. Вот, к чему это? С учетом того, что вы знакомы с правоохранительной системой, как она работает, знакомы с законами, с кодексом, с правами, обязанностями, ну, потому что все, кто так или иначе проходили через это, знакомы. Как вы думаете, сейчас нарушается какое-то ваше право, когда вы общаетесь со мной? Нет. Ну, вот типа Красный Крест говорит о том, что когда блогеры общаются с военнопленными, они нарушают права военнопленных.
Нет. Все добровольно. Никто ничего не принуждал, не заставлял. То есть все добровольно, я сам согласился общаться. То есть мои права не нарушаются никакие. Красный Крест. В очередной раз к вам обращаюсь. Я даже потратил время, почитал комментарии, дополнения, ваши комментарии на тему публичности, когда это можно делать, когда это нельзя делать. Там другие какие-то блогеры начинают поднимать движ о том, что это все незаконно. Вы, когда говорите одно, то вы дочитайте документ до конца. И потратьте свое время, дочитайте его вместе с комментариями. Все поняли, о каком я блогере я говорю, потому что он там говорит одно, а получается совсем другое. Также вот эти блогеры, которые там что-то рассказывают, что вы сделали для того, чтобы вернуть хотя бы одного нашего бойца, который находится в плену? Вот ответьте на этот вопрос, и потом подискутируем дальше. Давайте так. Это у вас первая охотка. Когда вас закрыли? 22, ой, 8, 07, 22 года. 22 года? Да. То есть уже была война. Началась, да. 22.08. 22 августа. Да. Нет, июля. Июля. А когда вас в СИЗО закрыли? Вот, получается, сейчас 8.07. Я перепутал, значит. 8.07. Да, Да. я перепутал. 8 июля. Да, июля закрыли. Полгода у меня было следствие. 22 декабря я получил приговор, запонку, и меня отправили на лагерь. На какой? На Фарносова 4, ИК Фарносова 4. Угу. Там я пробыл около месяца, и 20 февраля я уже, получается, уехал сюда, на Донецк. Расскажите, как происходил процесс вербовки? Приехал к нам полковник в исправительную колонию. Как фамилия его? Не представлялся. Он в форме был? Он в форме был. И с погонами? С погонами полковника, но не представлялся. Он сказал, Это редкость. Сказал, что типа он представитель Министерства обороны. И сейчас якобы Вагнер больше не набирает добровольцев, набирает Минобороны. Угу. А значит, все будет по-другому. Значит, мы идем, короче, как бы сказать, не в пекло, а чуть ли не в тыл, там, да, помогать никакой мясорубки не будет, ничего никого убивать не будет. Я вынужден задать вопрос. Это у вас зубы были Это такие? протез, зубной протез у меня сломанный, он был такой. Потому что там будут писать, что, нет. что вас тут пытают, зубы вырывают. Это сломанный зубной протез, который я не успел ставить еще. У меня был. То есть до войны у вас вот так вот все и было? Да. Это я для себя, Да. потому что там в комментах потом будут писать, что выбили зубы. Нет, ни в коем случае. Кем вы, еще чуть-чуть отмотаемся, потому что, чтобы сложилась полностью картинка и ваш психологический портрет. Семья у вас есть? У меня жена и ребенок есть. Жена, ребенок. А чем мы связываемся с другом, а не с женой? Потому что я не знаю, как жена это вообще к этому отнесется, будет нервничать, и так сейчас тяжело. Я скажу другу, он там. Она знает, что вы пошли на войну? Она знает, что я пошел на войну, что я оказался в плену, что со мной происходит. То есть... Она знает, что вы в плену? Она не знает, что я в плену. Но знает, что пошли на войну? Да. Вот. Она как отнеслась к решению? Тяжело. Она боится за меня. Она боялась, да. Она против была? Конечно же, да. То есть, просто не то сказать прям категорически против, но очень переживала за это. Потому что у нас, вдвоем растим ребенка, а ей очень тяжело там. Сколько ребенку? 7 лет. 7 лет. Давайте так, до вашей карьеры наркобарона кем вы работали? Водитель автобуса. Обычного городского, да? Обычного городского рейса, рейса автобуса, социальный маршрут. Который по Питеру? Да, возил людей. Сколько зарплата водителя? Я сейчас угадаю, 1045, наверное. Обещали 65-75, получал я, 13-15. 15 тысяч рублей? Да, в Питере. 15 тысяч рублей зарплата водителя? Не поверите, да, это частная компания, Питеравто, такая есть в Питере, и она обманывает, там находит поводы
удержать зарплату, там, на 5 минут позже с остановки выехал, там, отклонился от маршрута, где-то там превысил скорость, и в конце прихожу с зарплатой, мне говорят, а вот тебе там, тут план не досдал денежный, вот. Ну и, короче, вот так вот. С этим все борются, но никто ничего сделать не может. То есть, поэтому, Сколько вы работали водителем? на автобусе где-то больше года работал, ну, на грузовиках тоже работал. А Но до этого? до этого на заводе слесарь. Вот. Какое у вас образование? Средняя, 9 классов. Вот. Ну, Точно. и 9 классов, и ПТУ. Слесарь механосборщик работы, да. Угу. Понятно. А жена кем работает? Жена воспитатель, педагог дополнительного образования. Воспитывает детей, там кружки видит всякие, мягкие игрушки, там бисероплетение и так далее. Мгм. С детьми работает. У вас своя квартира или снимаете? Съемная. Сколько стоит аренда квартиры? 25 тысяч, 20. Ну, Сколько жена получает, если вы там 15, грубо говоря? Где-то 30, наверное, 35. Жена больше, чем вы получала? Да. Не хватало денег, из-за этого вот Ну. вся канитель произошла. Расскажите, почему мне интереснее общаться с представителями осужденных, потому что у них хоть есть какая-то история, какой-то бэкграунд, как был чувак, который первую ходку получил за то, что облил зеленкой на спор прокурора, спорили на ящик, по-моему, вина. Он облил его, чтобы зеленку найти, они еще грабили аптеку. Вот это у него был первый срок. Как вы стали наркобароном? То есть тут с вами реально интереснее общаться, потому что вы не военный, который там, да. Ну, было... Как это получилось? Ну, получилось так, что не хватало денег. Это я понял. Да, вот начиная с этого не хватало денег, и были очень много ссор в семье и так далее. То есть нужно было как-то поднять финансовое положение. С работой было тяжело, потому что, ну, частники, то есть, ну, образования у меня такого нету, прям конкретного, чтобы... Чего не пошли учиться? Учиться надо зарабатывать деньги, а учиться уже поздно, я это время-то, наверное, потратил попусту, вот, когда надо было учиться. А уже сейчас ребенок родился, приходилось как бы искать деньги. А начальника на одного работаешь, на второго, тут кидают, там не доплачивают, тут обещают, приходится мало того, что заработать свои деньги, так еще и выпросить их, чтобы тебе их заплатили. Ну вот, и один момент такой встал, что ну, нужно было действительно деньги, потому что уже утонули в долгах, в коммуналке, долги были повсюду, то есть и кредиты, и ну, не выкрутиться, утонуть начали в долгах. Ну, вот. Типа 25 тысяч аренда плюс коммуналка, да? Сколько коммуналка? Нет, это вместе 25 уже с коммуналкой. С коммуналкой. Да, так, ну, примерно. Ну вот. И ну, не хватало, то есть кредиты, сами понимаете, жизнь такая, что тяжелая. И я пришел к такому решению, чтобы немножко улучшить финансовое положение, расплеваться долгами, вписаться в криминал. То есть, да. Как вы нашли этот криминал? Ну, сайт, то есть я знал про это, что там наркотики-то деньги там и так далее. То есть я нашел телеграм-канал, да, в котором требовались работники, там курьеры, перевозчики и так далее. У меня машина была, вот, и была возможность, ну, я водитель, то есть как бы я люблю очень машины и вписался в то, чтобы перевозить наркотики. Вот. Сколько там зарплата была? Ну, примерно 120 тысяч в неделю. В неделю? Ну, это максимально. Так, примерно от 80 до 120 в неделю. И сколько вы успешно поработали? 2 месяца. 2 месяца. Ну, нормально денег накосили. Ну, я, да, чуть-чуть хотя бы поправился финансово и, да, и помог семье. Ну, 2 месяца, грубо говоря, 8 недель по 80 тысяч, это минимум, да? 500 000 600 тысяч за 2 месяца заработал. Ну, там чуть меньше, да, ну примерно так вот. То есть там приходилось тоже и машины ремонтировать, и на бензин тоже. Но все равно это тебе да, 500 000 заработать, это тебе надо 3 года ездить. Выдохнули, типа, жена знала, чем ты занимаешься? Был разговор такой, что перед тем, как этим заниматься, я спросил ее, ну, как бы, ну, вообще, пахнут ли деньги вообще? Она говорит, да, для меня как бы пахнут, и она не хотела. Ну, говорю, не будешь знать, чем я буду заниматься. Вот и все, то есть, и она как бы, она знала, что я чем-то занимаюсь, чем конкретно, не знаю, но
Когда ты приносил деньги, ее все устраивало. Но когда деньги приносил, когда мы начали оплачивать долги по квартире, когда начали оплачивать долги там друзьям, всем эти кредиты, как бы Все позакрывал или не все? не все. А сколько у тебя всего было долгов? Ну, там долгов, кредитов-то набирал нормально. У меня только 500 000, у меня только кредитов было. Ну, уже на 1200. Ну вот. А там оно все накручивается и накручивается. Конечно, конечно. Там был кредит брал, потом этот коронавирус был, работы не было, взял кредитные каникулы. И, ну, короче, тоже банк сказал, что типа заморозит проценты, всю фигню это заморозит. А в итоге там в 2 раза больше он вырос за это время. То есть, поэтому так. Как тебе, мы на ты можем, да, мы спрашиваем, мораль возить наркотики? У тебя ребенок. Это аморально. И я понимал, что это аморально. Ну, это аморально, То но есть это я понимал, что я отравлю людей, что я уничтожаю их также. Вот, но у меня была как бы цель просто хотя бы немножко встать на ноги, вылезти из этого болота и завязать с этим. Я не собирался им заниматься всегда, но я себя винил за это. То есть прям, ну, винил. Я знаю, что это плохо, но я буду это делать. Ну, как-то так это. Это как-то так. Это сложно очень объяснить, но Это несложно объяснить. ну вот как вот вы правильно Ну, сказали. это несложно вообще никак объяснить. Одно дело там украл что-то, ну тоже херовая история. Но одно дело украл, а другое дело возить наркотики, которыми может твой же ребенок и где-то в подворотне отравиться, или как оно там называется. Я, наверное, сейчас так правильно скажу, как, может быть, не то, чтобы сказать свое оправдание, да, но меня успокаивала та мысль, что я никого конкретно не подсаживал. То есть я не приходил, не приносил, там, говорю, вот попробуй, вот на, возьми, купи. То есть как бы я брал, просто перевозил один кулек с одного места в другое. То есть не я, другой бы это сделал. То есть это всегда кто-то будет делать. То есть я тем Повар, самым- который кормит солдата, который нажимает на кнопку в комплексе С-300, причастен к убийству 1000 человек в ну там 100 человек в многоэтажном доме? С-300 это. Это херня, по которой вы, оккупанты, бомбите наши мирные города. Если повар нажмет на кнопку, да, наверное, да, причастен. Нет, повар приготовит еду для солдата. Который нажмет на кнопку. Да. Повар причастен? Не могу точно сказать. Давай подумаем. Ты только что придумал. Ну, наверное, да. Наверное, да. Человек, который возит наркотики и не раздает их конкретно в руки, причастен? Да, Причастен. причастен. В ответ очень простой, лаконичный, логичный. Это цепочка, типа маленькие звенья, как бы одного большого механизма. Совершенно верно. Приняли тебя. Как на зоне там дела? Красная зона? Или Да, черная? красная. Ну, Работали? как бы режимная. Да, там работа, что. Блатные были? Я там месяц пробовал на ней, пока особо не познакомился. Да, вроде да. Прогон по зоне был, что не надо идти воевать? Нет. Был. Ну, как сказать, там были, кто держал промку, да, они не отпускали на войну из своих работников хороших. То есть, да, что там, допустим, там сварщики, водители погрузчиков, там, да, ну, какие-то опытные профессионалы, то есть, да, кто рвался, там, блатных, ну, заморозили, чтобы, типа, работники у них были, чтобы у них все двигалось там, только с той целью. Я попал, потому что я там пробовал месяц и не успел себе зарекомендовать как специалист. Много у вас людей пошло? С нашей зоны 23 человека. Чего так мало? Вот так вот там брали только те, кто служил срочную службу. Так Кем как ты это- служил и когда? Я служил в 2006-2008 год на базе Крайне Горючего. Вот, в Москве. Специалист по работе с горюче-смазочными материалами. Специальность у меня была сливщик-наливщик железнодорожных цистерн и моторист-насосных станций. И расскажи, как можно украсть при заливке и сливке. Украсть? Да. Да, много способов. Ну, самый простой и самый непалевный. Как с этого самого, с цистерны во время слива. Цистерна сливается, шланг кидается отдельно, канистры набираются. Там в канистре 60 кубов. Это железнодорожные цистерны, точнее. То есть там
66 тысяч литров? Не. 6, Ну да, 6 тысяч литров. да, Или 60 тысяч литров. 60 кубов. 60 кубов, 60 тысяч литров. Ого. Ну, типа там этих 3 канистры никто не заметит, да? Да, да, да. То есть там они не замечаются. Воровалось много? Солдаты не воровали, воровали в основном там те, кто как бы был. Ну, те, кто там, Ну, сколько воровалось? офицеры, там, прапорщики. Да не так много, может, литров 200 там, цистерн. Ну, а цистерны каждый день. Там раз, два в неделю, 2 поставки был, короче, горючего. Вот так вот. Это дизель, бензин или... Бензин, да, бензин. Короче, офицеры все ездили на халяву. Правильно? Да. Ну, понятно. Не в таких масштабах, чисто да, для себя, ну, не для продажи. То есть, чтобы... Так, ну, набрали вас 23 человека. Это когда еще раз было? В феврале? Мы в феврале, в начале февраля, не в начале февраля, а где-то, может быть, в числах 10-х, вот приехал этот полковник, ну, может быть, там 12-го, я точно не помню. 20 числа мы уже уехали в Ростов. Ну, вот. И, да, 23 человека было с нашего лагеря. Там с нескольких лагерей набирали, 4 лагеря, по-моему, по Питеру. Всего было, если не ошибаюсь, 95 человек. Потом еще Как ваше подразделение называлось? Шторм Z. Что значит Z? Понятия не без этого, я думаю, что это, ну, как бы западные войска, вот этот, ну. Ну, это сейчас пошла новая волна. Наверное. Каких-то шторм зетовцев. Ну, то есть... Нам говорили шторм, когда приехали сюда уже, в Донецк, сказали шторм Z. Ваше подразделение. Мы не относились ни к каким батальонам, ни к каким дивизионам. То есть... Военник вы писали в Донецке? Да, там делали военник такой, как бы книжку из 2, ну... Фотография была там? Да, там нас на месте фотографировали, написали, что мы Донецкая народная милиция, вот, закрепили там оружие за нами, и потом эти военники как бы забрали. Вот. А зачем забрали? Я понятия не имею. То есть выдали и забрали? Выдали, забрали. У нас документов вообще никаких не было на руках. Угу. То есть паспорта у нас с зоны перешли тоже куда-то кому-то, у кого-то они были, ну на руках не было у нас. Ну, вот. И вот эти военники как бы. Понятно. Март месяц чем вы занимались? Март у нас был с февраля, вот как мы приехали, с 20 числа по примерно 20, может быть, там 25 марта у нас были учения полигон. Ну вот, ездили каждый день на полигон. Угу. Ну вот, занимались там тактикой, туда-сюда прыгали, бегали, стреляли. Вот. Поэтому так, около месяца. Угу. Первый раз, когда вы попали на позиции? Первый раз это было... А такой еще вопрос. В момент, когда вы были на полигоне, как вас содержали? Где вы спали? Мы спали в расположении в подвале. В подвале? В подвале, да. Место я не знаю, потому что... Вас охраняли? Нас охраняли. Как бы, грубо говоря, такая конвойка была. То есть жили в подвале, туда приносили еду с полевой кухни. Мы там спали, жили. И... Ну, оружия не было у вас? Оружие выдавали, была оружейка. Оно стояло там у нас отдельно за цепью. Угу. То есть вот выдавалось оно только когда мы шли на полигон. Мы собирали... Когда вы поехали уже с полигона дальше на позиции? Потом начнется распределение, кого куда по направлениям людей, да. То есть я первый раз вышел перед, ну это как бы так был чисто знакомительный выезд. И это было 31 марта. Вот я вышел, мы приехали, там пробыли около недели. Вот. Потом нас вернули обратно назад, что-то там переигралось, поменялось. Вот. И в числах 10-х этого месяца, получается, апрель. Может быть, я не помню, плюс-минус. У нас было вот это первое задание, ну, я понял. Вот, которое уже вышел. До этого чисто вот мы как бы ходили и, ну, что-то там менялось. Понятно, дальше. Вот. Дальше уже про саму операцию. Ну да, ну апрель месяц, чем вы занимались? Апрель мы находились в этом самом... Курить, если хотите. Да.
Ну, апрель нас перевели на другую, как бы, базу, не базу, а, как сказать, какое-то место дислокации, Мгм. то есть другое место совсем. Направление было на Смаренко. Вот. Там, значит, 20 человек нас было, оставшихся. Мы самый последний, вот кто из всей вот нашего роты. Нас осталось последние 20 человек, и нас отправили на Маринку. То есть целью было захват, не то, чтобы сказать захват, а удержание оппозиции, на территории. Мгм. То есть, да, 10 человек перевели на, так сказать, ноги, чтобы там носили припасы и так далее. Меня оставили в штурмовую команду Мгм. для того, чтобы выполнять какие-то задания, то есть боевые конкретно. И дали задание вот как раз 10-го, плюс-минус, по-моему, плюс, там, сколько было, может, 12 число, может, 10-е, я точно не помню, еще времени потерял. Нас отправили дали задание, нас было 8 человек. Отправили нас в здание, какой-то бывший свинарник, вот, полуразрушенный. Мгм. Нужно было пробраться туда, залезть и занять круговую оборону. Вот. На сутки и больше. В дальнейшем там должны были нас сменить. Просто нужно было типа укрепиться. Залезть, Я укрепиться. понял, да. Вот. Мы пошли туда, дошли 4 человека. 4 человека убежали. Ваших 4 убежали. Да. Ну, они не подошли к нам, они должны были подойти, но столкнули и это самое. И убежали. Мы, получается, залезли туда, заняли комнату и сели в круговую оборону. Это было ночью. Вот. До утра мы там сидели, перестреливались с противником. То есть, чтобы никакого прямого контакта не было. Именно давали знать, что мы там. Они давали знать, что они там. Стреляли по стенам. Вот. Плюс там бомбежка была по нам. Работали артиллерия, танк. И утром у нас было небольшое затишье. И нас вызвали на голос. Позвали. Да? Украинцы говорят, давайте выйдем на диалог. Я вышел на диалог. То есть отложил оружие. Ты вышел разговаривать с Да, ними? да. Я вышел. То есть я сложил оружие, я вышел и... А кто вышел первый, вы или они? Они на голос звали, сначала перекрикивались. Был ветер сильный, далеко друг от друга мы находились, потому что большое было здание очень, и было плохо слышно. Вот. И я вышел на диалог, говорю, давайте... Ты вышел, они уже стояли? Нет. Я говорю, буду сейчас поговорим. Я убираю оружие, оставил оружие, вышел без оружия. Давайте пообщаемся. Вышел человек, да. Тоже без оружия? Да, тоже без оружия. То есть он подошел к нам, точнее ко мне, мы начали общаться. Он предложил, говорит, ребята, говорит, у вас сейчас, у нас подходит подкрепление, у нас уже много человек здесь, и будем скоро штурмовать вас. То есть не выживет никто, потому что нам было ни чистой комнаты, ничего. Говорит, что вот штурм скоро будет, и мы предлагаем, пока есть возможность, вам сдаться. Сказали, что жизнь сохранят всем, все будут живы. Вот, все будет хорошо. У нас был раненый один, тяжело раненый, 300-й, с ранением в бедро. То есть нас из 4 было 3 уже. И говорит, там, раненому поможем. Мы знаем, что есть раненый сильный, то есть поможем, спасем. Короче, они все знали, что у вас? Они все знали, что про нас. Что, кто, как и так далее. То есть, у них дроны были, наверное? Да, они летали, конечно, дронами все следили. То есть они видели, когда подбомбило человека одного нашего. То есть, прилетело, видно, с артиллерии, по-моему, прилетело в Москву. Хорошо, что он орал, по крику тоже все слышно было. Вот. И вот так вот. Взяли такой предложение. Сейчас, секунду. Очередную пачку дронов повезем защитникам, которые берут в плен оккупантов. 3 мавика с хорошим зумом поедут или на этой неделе, или на следующей, как там будет время. Поэтому мавики работают. Военные сейчас вместо денег почти все переключились на мавики, на снарягу. Поэтому все работает. Вы видите, вот они рассказывают, что мавики летают, все видят. Вот, это самое. Но и мы согласились, посоветовавшись недолго.
мы согласились, потому что, ну, Но вы переговорили и потом разошлись. мы поговорили, разошлись, я вернулся к своим. Что ты своим говоришь? Я сказал, что, ребята, тут такое предложение, сдаться в плен, либо нас всех тут завалят. Потому что, ну, их еще и больше, и артиллерия все на нас направлена была, то есть и в любую секунду на них гранаты, боги, то есть мы в этой комнате, что там, ну, ловить нечего. И что твои? Ну, мы посоветовались как бы и пришли к такому мнению, что, ну, надо сдаваться, потому что, как бы, жизнь она одна, и нам пообещали ее сохранить. Красный Крест в момент, когда попадает военнослужащий, комбатант в плен, статья 14, это блогеры, которые читают только то, что удобно читать. Там написано, что вместе с пленный, попадая в плен, не теряет свои предыдущие права. У вас было право разговаривать до плена? Да. Ну вот было у него право разговаривать, высказывать свои мысли, общаться. Это написано в Женевской конвенции, 14 статья. А также это подтверждение тому, что они сдались в плен, их не убили. Я знаю, что им оказывают медицинскую помощь, если им вам лечат. Да. Кстати, у меня были, ну, там подбило мне осколки мелкие были, ну и камнями, потому что от стен разрушенных пришибло хорошо, ушибов много. Оказали вам помощь, да? А мне сразу же оказали вот 300-й, который его сразу везли в больницу, его сразу же там залечили. Вот. Не говорите так, залечили. Нет, в смысле, вылечили. Звучит как заубили, короче, залечили до смерти. Нет, вылечили По нормально. конвенции нельзя ставить опыты над военнопленными, статья 13. Выразился, да. Вылечили, оказали помощь. Оказали помощь. Мне оказали ту же помощь, перебинтовали все, поменяли это самое, ну, повязки наложили. Ну вот. Дальше вы были в плену, дальше, в принципе, по сути, неинтересно. Дальше. Какие-то, ну а что дальше? Вы в плену, там с вами разведчики работали, потом наши какие-то другие, ну все, вы живой. Я живой, да, я хочу сказать, что это самое, что очень благодарен, что действительно держали люди обещание свое, что, ну, я жив, как бы, и кормят, нормально, хорошо относятся, Я думаю, что вас тут кормят лучше, чем у вас в армии. Ну, это я просто это лучше, знаю. да. Это я просто знаю, поэтому я это утверждаю. Зачем эта война, кому она нужна? Ну, это политическая какая-то война, она не... Это не политическая война. Вы бегали с автоматом, они ходили с Конституцией. Это реальная война. Вы сказали, что вас обманули. Ну, не то, что сказать, обманули, что я как бы... Ну, вам говорили, вы будете где-то в тылку там находиться, что-то там тягать и что-то делать. Да, кто-то остался в тылу, то есть помогать там доносить эти самые продукты, вот меня так отправили сюда. Я сам этому не рад, честно. Я как бы... Что так получилось. Ну, попав сюда, конечно же, все это самое, по-другому на все вещи взглянул и на эту войну, потому что до того, как попал сюда, мне все было... Ну, не совсем понимал, что происходит. Сейчас прям вижу. Да, давайте вот это интересно. Расскажите, что вы не совсем понимали и что вы сейчас поняли. Ну, как-то посмотрел на это самое, на сколько раненых, сколько людей умирает, то есть сколько людей не возвращают. Сколько раненых? У нас, получается, с нашей роты, да, уже человек 40-45 уже не вернутся. 200? Да. Ни хрена себе, это со скольки человек? Это за месяц. Вот у нас было, получается, 95 примерно с Питера. Остальные были с Коми и Владивосток. Ну, так, где-то 120 человек у нас было. 120 человек. Сколько 200-х? Около 40-45. Там, это из той информации, которую мы узнавали. То есть, а 300-х сколько? 300-х 20 где-то примерно, может больше. Даже больше. Это вот по последним данным, которые я знал, потому что сейчас уже все, может, поменялось. Короче, роты тупо нету. Тупо нет, стерли. Тупо стерли. И вот парни, которых я знал лично, то есть также вот, ну, молодые и все. И зачем пришли? Как бы. Зачем пришли? Хороший вопрос. Сам себе задал. Отвечай. Зачем пришли? Зачем? По глупости. По какой нахрен глупости? Не бывает по глупости.
Зачем вы пришли в чужую страну? Кто-то из-за денег, кто-то из-за амнистии, Ты из-за чего? из-за того, из-за другого. Они хотя бы по-честному говорят, в отличие от оккупантов, от мобиков, которых палкой загнали, и они не знают, нахрена они сюда пришли. Он тоже, скорее всего, не знает мотивов войны. Мы сейчас про это поговорим. Но он честно говорит, что он пришел за бабками, потому что у него все равно там на волях остались проблемы. Жена с маленьким ребенком, обязы, долги, да, все дела. И амнистия. Чем 6 лет тарабанить, до какого? До 28 года у тебя? Да. Чем 20, да, он типа решил сыграть в лотерею. Выживу, не выживу. Если выживу, то типа еще и деньги будут. Ну, ему повезло. Наши бойцы, которые взяли их в плен, красавчики. Поэтому тут все. Они знают. Ну, таки все равно. Возвращаемся. Что русский оккупант делает на украинской земле? Как бы сказать, даже так. Я не могу сказать точно. Когда война началась? Ну, в том году, в начале того года, наверное. Я удивлю, если скажу, что в 2014 году. И уже 9 лет войны. Ну, вот я помню, как война еще слышал, когда ввели войска вот на на территорию Украины. Это вот было, по-моему, не соврать, наверное, было или в 21 году. В 2014. В 14-м? В 2014 году. Я даже вот не знаю, не вникал в это. Не вникал. Население Украины? Не знаю, Население России? не знаю, точно. Точно не скажу. Отвечу на 3 любых вопроса. Население Украины, Прикольный чувак. 40 миллионов. Россия, 140. Третий. Не знаю. Ты хотел спросить, что? Когда обмен? Тогда снимается вопрос. Жду 3-й вопрос. да, все ясно, что. Все ясно, все. Теперь меня- по всем разобрался, У меня да? вопросов-то, в принципе, не особо так много. Кум знает, что ты воюешь? Да. Ну, друг, да? Ну, друг. Да. Он, что он говорил? Давай сейчас позвоним. Ти узнаем, да? Знаем, да. Есть ощущение, что не возьмет трубку. Хотя он просмотрел, прослушал. Да, возьмет. Кем он работает? Электрик, диспетчер электрик. Ну, в смысле, не военный. Нет. Не ФСБшник. Нет. Вот. Алло, Добрый день. Это видеозвонок. ну, слушаю вас. Это видеозвонок, вы показываете мне ухо, скорее всего. Я вас слушаю. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш друг находится в украинском плену. Вы с ним разговаривать будете? Ну, слушаю, пускай говорит. Да. Нет, подождите. Если вы с ним хотите разговаривать, мне надо ваше согласие на запись и публикацию видео. Я камеру выключу. Вы что же выключили? Согласие я давать не буду на публикацию. Тогда вы не будете с ним разговаривать. Значит, не буду. Значит, не будет. Жене можно позвонить, попробовать? Можно. Давайте. Здесь будет обрезка, пока мы будем связываться. Ваша фамилия еще раз? Егоров. Хороший друг. Ну, Че он такой хороший? хороший друг просто. Просто хороший друг? Нет, на самом деле очень хороший друг. Хорошие друзья обычно
не отказывает в том, чтобы поговорить. Он же знает, что вы на войне? Знает. Он же знает, что вопросы могут быть с пленным, не пленным. Неожиданно для меня. Давно такого не было. Отправьте голосовое сообщение. Наташ, возьми трубку, я сейчас перезвоню, поговорим. Давно такого не было. Я сам немножко в шоке. В шоке? Да. Ну, Как это у вас работает? Я аж закурю, короче, третьего. Меня потом убьют. как работает, что? Почему друг отказался говорить с другом? Друг? Тем более кум еще. Ну, друг, он, как бы сказать, он единственный человек, кто вообще меня поддержал всю дорогу. И когда Я же не просто так спросил, кем он работает. Если бы он работал каким-то там, ну, там, силовиком, ФСБшником, там, держслужбовец, как это, держслужбовец, но на русском как? Не знаю. Нет, он к службе не имеет никакого отношения. Ну, он обычный электрик, что он не может поговорить, что ему будет? Я сам удивлен. Не знаю. Офигеть. Картинка прикольная. Это криво висит, да? Напишите, ровно или нет. Серега, картинка. Надо твоя оценка. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш муж в плену. Вы это знали? Почти нет вроде, но я знал, что он там. Да, ну я вам... Можете выключить музыку? Если вы хотите с ним пообщаться, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию беседы. Вот он рядом сидит. Вы корреспондент? Да, корреспондент. Блогер. Да, телевизор выключи. Скорее всего, будут обрезки, потому что там была музыка. Что-что? Публикация это... Публикация это по телевизору вот все показывается? Не, у нас нету телевизора, у нас есть YouTube. И этот видео, беседа с ним будет у нас на YouTube-канале Владимир Золкин. Это... Я бы, конечно, не хотела, чтобы это все снимали. Ну так не будет. По правилам YouTube все участники разговора должны дать согласие на запись и публикацию. Поэтому вы должны или согласиться, или не согласиться, тогда даже этого разговора с нами не будет. Это правило платформы, и мы обязаны это правило выполнить. Но это будет в группах у вас, где там опубликовано, все равно. Да, будет опубликовано у нас в YouTube, на YouTube-канале. Именно, получается, просто пообщаться или... Смотрите, мы с ним беседуем уже минут 40. Он дал согласие на то, чтобы со мной пообщаться. Мы с ним беседуем. Он пробовал вначале связаться с вашим другом, с кумом. Кум не захотел с ним общаться, сказал, нафиг мне такой друг нужен. Тут он говорит, можно ли набрать вас, супругу. Я набрал вас. Я как бы, вы не хотите с ним разговаривать, значит не будете разговаривать. Мне это не надо. Это он сидит рядом и дал ваш телефон. Он хочет поговорить. Ну, наверное, да, если он дал телефон. Но это логика. Смотрите, у меня немного времени, потому что пленных очень много. И вы даете согласие на запись? Или ну просто молчать 30 минут я тоже не буду и смотреть? Хорошо, ладно, не надо, да.
Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию беседы. Да. Общайтесь. Да. Наташенька, Здравствуйте. привет, привет, дорогая моя. Как ты там? Как? Живем, жива. У меня тут такая вот получилась история, что я попал в плен, вот, но я выжил, мне сохранили жизнь, вот, и за это огромное спасибо, вот. За это огромное спасибо, дали возможность с тобой связаться, пообщаться, чтобы ты была спокойна, что все хорошо, что нормально. Меня кормят здесь, вот, вопросов нет, медицинскую помощь оказали, вот, и мы сейчас, в ожидании обмена. Списки тут подаются на обмен военнопленными, украинских на российских, вот. Сколько прожду, не знаю, вот, может месяц, может 2, может быть 3, то есть буду здесь, поэтому так вот, и как только меняют, пойду в Россию и вернусь к вам. Вернусь к вам, все закончится, мои приключения, и все будет как раньше, нормально. Поэтому самое страшное позади. Понятно. Все ясно. Ну, как бы хорошо медицинскую помощь оказали. То есть жив-здоров. Да, подлечили, подлатали, поэтому вообще хорошо, спасибо. Поэтому так, вот ты не переживай за меня, вот, все хорошо, у меня все нормально. Как это самое, если будет возможность еще, возможно, дадут связаться, вот, свяжусь. А так пока вот все, ладненько. Ты там крепитесь, короче, с Котей тоже. Как он, хорошо все? Растет. Молодец. Вот. Ладненько, что, не буду терять время, тут правда время немного, вот, я очень рад, что ты услышал, рад, что дала согласие, что мы с тобой пообщались, вот. Ну и скажи Джексону, что все хорошо, что я, что жив, все нормально, и как будет возможно, еще с вами свяжусь, вот. А где жена? Наташа, покажи себя немножко. Не, мне не надо показываться. Да? Она, наверное, стесняется. Ну вот. Поэтому так вот. Ладненько, все, давай, люблю, целую. Это самое. У меня все хорошо. Давай, обнимаем вас крепко-крепко. Давай, пока. Сколько примерно времени вам? По-разному здесь. Кого-то сразу, как списки подаются, как неизвестно. То есть, там подают списки, называют фамилию, едешь на обмен. Как это выбирается, не знаю, может быть. Попробуй там, не знаю, с Жекой поговори, чтобы там как-то может быть, оттуда списки подаются, как они приходят, не знаю. Сообщи, что типа нахожусь в плену и так далее, чтобы через там, может, Минобороны, не знаю, как-то, может, ускорить процесс этот весь. Поэтому, вот в ожидании того, что назовут мою фамилию. Люди здесь вот, кто-то 2-3 месяца сидит, то 4, то больше. Поэтому так вот. Каких-то определенных, что ли, вы это выделяют или? Я не знаю, Наташа, никто не знает здесь. Здесь как вот, со фамилией назвали, все. Тяжело раненых там сразу обменивают. Вот, так и нормально все точно. Ждут. Не знаю как, не знаю. Как только все это самое, так сразу. Все хорошо, не переживай. Главное, что жив, и я сам этому безумно рад. Честно. Ладненько, давай, все, не будем терять время. Все, целую вас, обнимаю. Рад был тебя слышать. Если что-то, на этот номер можно, да, написать какое-то сообщение, что потом... Наташа, если что, вот на этот номер, с которого... Сообщение писать. Ты меня слышишь? Да. Ты, если что, вот на этот номер можешь написать сообщение, вот в WhatsApp, это же WhatsApp? Да? Вот в WhatsApp написать какое-то сообщение или голосовое, мне его передадут. Вдруг там что-то там, не знаю, какая-то будет информация. То есть так вот. Поэтому ладно, все.
Давай, все, обнимаю еще раз вас. Целую. Котю, поцелуй за меня. Давай. Давай, пока. Спасибо тебе. Спасибо за все. Пока. Пока. Счастливо. Спасибо за все, что. То, что растет ребенка. Я не стал задавать вопросы, потому что, как вы видите, там собеседника не видно, а видно потолок какой-то. Ваша жена даже себя не показала. Ну, она стесняется, наверное, просто. Стесняется и стесняется, это как бы. А друг прикольный. Друг прикольный. Что ему скажешь? Да, нормально все, что, все хорошо. Она И прекрасно- так сойдет, да? Не, ну а что его упрекать в чем-то? Он действительно очень много помогает и как бы Понятно. выручает меня по жизни, поэтому. Что мы плохого делаем? Мы блогеры. Вы ничего плохого, вы помогаете как-то. Я вообще поддерживаю вашу работу. Там есть красный крест. Там где-то. Через разбитый экран Samsung. Телефон разбился. Будут смотреть представители Красного Креста и говорить, что общение с вами незаконно, публикация у вас незаконна, звонки незаконны. Можете им что-нибудь обратиться, сказать? Нет, я хочу сказать, что все нормально, я добровольно пришел. Подождите, давайте я сейчас хочу это записать, потому что у нас такое... Нет, вы туда? Я досмотрю. Да, а я так. Угу. Вот, все законно, все. Мне предложили интервью, предложили возможность отказаться. То есть я согласился. Мне не навязывали никаких шаблонов, что мне говорить. И это все было добровольно, все было сказано. То есть мной самим. И меня ни к чему не принуждали. Вот. И связь, обеспечили связь, предоставили связь вот, с женой. То есть, чтобы она узнала, что со мной все в порядке. То есть я очень этому рад, я очень благодарен. Как бы и никаких у меня возражений вообще. Короче, мы ничего плохого не делаем. Нет, ни в коем случае, даже наоборот. Прислушайтесь, Красный Крест. Спасибо. Есть что-то добавить, интересное рассказать? Да, в принципе, мы все мы сказали, если есть какие-то еще вопросы, есть, задавайте. Нет, сейчас даже не... Можно еще покурить. Все, заканчиваем тогда. Спасибо, вы курите. Спасибо. Кто победит? Победит правда. Ты хорошо. Ты где правда? Я думаю, что будет перемирие, все это сменится власть, все будет нормально. Чья власть? Ну, не знаю, я думаю, наша. Наша власть устраивает. Мы защищаемся. Пепельницу можно? Мы защищаемся от вас, оккупантов. Поэтому вопрос, кто победит в этой войне? Я не знаю. Ты не Я знаешь. не знаю. Увиденного не хватает? Сделать какие-то выводы. Я для себя сделал выводы, что зря я сюда вообще пришел. Ты, понятно, мы уже про это поговорили. Да, и как бы я могу сказать за себя, что, что я не хочу с этим связываться точно. А кто победит, я не знаю, это все не от меня зависит. Не от моего решения, не от моего там. Я задаю общий вопрос. Это вопрос не к тебе. Ты увидел, как воюют ваши. Ты увидел, кто у вас воюет. Увидел дохренище 200-х. Увидел, как валят наши. Да. Попадают? В кого? Арта там, дроны. Да, ваши, это нормально, у нас много потерь очень. Мне просто, что я скажу, что мне вот эта вот, война отправляют, грубо говоря, на верную смерть. То есть, вот бойцов. Берите, идите, там, разберетесь, там, все. Вот много у нас вот из нашего, то есть, с нашего, как его, с подразделения, вот парни тоже, пойдем, идите, вот окоп, там, идите, копайте этот окоп, и в ночи откапывайте какой-то окоп, там, под бомбежкой. И все понимают, все вот, что как бы это все, это финиш, и не возвращаются. То есть такие ощущения, что прям специально отправляют
Я не знаю, зачем, для чего. Поэтому я задаю, по идее, нормальный вопрос. Увиденное, какие из увиденного тобой, какие можно сделать выводы? Или не сделать выводы? Ну, я сделал выводы, что, допустим, Россия не бережет солдат. Это понятно, это все это понимают. А победим только когда у вас сменится власть. Я надеюсь, будет перемирие, все вернется на свои места, и а Украина вернет свои территории. Это понятное дело. Я надеюсь на это. Так и будет, можете не сомневаться. Что там, дофига еще желающих есть? Не знаю, ну, сказали, вот получается, из нас троих кого-то. Ну, потому что у вас прикольные, вы зэки, с вами... Сейчас еще один человек вот может дать интервью. А уже неинтересно, потому что вспомнил, что вы в сарае. А он за что сидел? Он за распространение тоже наркотиков. Тоже наркобарыги, короче. Наркобароны, наркобарыги. Да. Первая ходка у него? Вот этого не знаю. Вы что, не разговариваете между собой? Не, ну как-то мы стараемся эти темы вообще не поднимать. То есть, ну, кто за что сидел там и так далее, знаем поверхностно. То есть, Он тоже с твоей колонии? нет, он с Коми, республика С Коми? О. Вот. С моей колонии. Здесь никого нет больше. Не выжили? Нет, есть, но я про них не знаю ничего. То есть, Да курю, вот ты так медленно куришь, я, короче, уже провонялся Я- 45 раз. спасибо огромное. Я не курил давно просто. Не курил давно. Это недоработка.